Здравствуйте, мои дорогие друзья, последователи, единомышленники, пациенты. В этом видео я хочу вам еще раз рассказать о своих методах диагностики и лечения. Итак, сначала поговорим о веб-диагностике. Веб-диагностика – это диагностика состояния пациента дистанционно по фотографии. Она проводится путем сканирования шумовых сигналов с помощью рации CB-диапазона и в дальнейшем их расшифровки. Целый ряд примеров результатов веб-диагностики уже выложен на моем канале «Альтернативная медицина» в YouTube, в группе «Резонансно-частотная медицина» Facebook, на странице Facebook программа аудиорезонансной терапии, а также в канале Telegram «Резонансно-частотная медицина». Для примера я приведу результаты диагностики одной из моих пациенток. Итак, пациентку беспокоил длительный кашель, который она, в общем-то, не могла эффективно вылечить с помощью фармакологических препаратов. Вторая жалоба – это жалоба на боли в области правого тазобедренного сустава, которые беспокоили длительно. Анамнез заболевания, то есть история болезни здесь описана, вы можете сами прочитать это, поэтому я не буду пересказывать. Здесь мы видим те каналы активные или по-другому частоты, которые были получены в результате сканирования. Ниже общая патогенная нагрузка. Общая патогенная нагрузка — это средняя, заранее вам скажу. И разделение показаний на реальные показания, которые слева, и потенциальные, которые справа. Кроме того, все показания разделены на показания, в общем-то, в зависимости от материального уровня. Это клеточный уровень, здесь показан звездочкой, уровень ДНК или геномный уровень, он показан как градус, в общем-то, и волновой уровень эфирный, это по Горяеву волновой геном, здесь показан символом волна. Все показания рассортированы по рейтингу, это вторая колонка. Рейтинг — это площадь и глубина поражения, а также внесена и степень активности. Активность — это первая цифра в третьем столбике. По общим показаниям это тупая боль, желтый цвет обозначает проблемы, которые протекают, в общем-то, вяло, скрыто, в основном замаскирована. То есть тупая боль есть, но она не резко выражена. Вот активность чуть выше. Спазмы, это сосудистые спазмы, в общем-то, связанные с повышением артериального давления у пациентки. Наличие в организме вирусов, вирусемия и интоксикации. А также здесь слово тромбоз обозначает сгущение крови, то есть показаны разжижающие препараты. Как вы видите в общих показаниях, здесь не все общие показания выбраны, многие из них. Можно увидеть, например, уровень иммунитета по показанию иммунодефицит. Пойдем дальше. Вирусы. Что мы видим? Мы видим, что на первом плане стоит хантавирусная инфекция. Я уже несколько человек продиагностировал, у которых обнаружена хантавирусная инфекция. Хантавирусная инфекция — это заболевание, в общем-то, американское. Хантавирусная инфекция протекает в двух формах: геморрагический почечный синдром, а также хантавирусный легочный синдром. Как раз об этом и идет речь. После того, как я стал получать эти показатели, то я понял, что
вариант менее модной заразы, ну, которая на букву О, этот вариант называется, это и есть хантавирусная инфекция. На втором плане стоит герпевирусная инфекция. Пациентка подтвердила, что у нее периодически появляется герпес. Птичий грипп — это тоже фрагмент генома этой, в общем-то, популярной заразы. Те, которые дальше в желтом цвете, это более скрытые, в общем-то, проблемы. В зеленом — те проблемы, которые на энергетическом или психологическом, вот, голубой уровне, и которые, в общем-то, не стоят должного внимания. Итак, это модная зараза. Что мы видим? Мы видим некоторые частоты, ей присущие. ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром, это его частоты тоже. Это фрагменты генома этой как раз модной заразы. И, ну, собственно говоря, фрагменты белков, которые видны ниже. Они есть практически у каждого человека, это фрагменты этих белков. Дальше идут бактерии. Бактерии, ну, здесь кишечная палочка, потенциальная микобактерия туберкулеза, которая есть у большинства людей, ну, а также стрептококк пиогенный. Дальше идут грибки, ну, нокардия, кандида, некоторые другие. Дальше гельминты. Это то, что клинически себя практически не проявляет. Но здесь аскаридоз, повышенная активность. Ну, частота 5+, плюс обозначает, что это сочетанная частота. То есть на этой частоте несколько показаний. Поэтому это можно считать как подозрение на аскаридоз. Более достоверно это наличие филярии. Вот, хотя это тоже сочетанная частота. По внутренним болезням подтверждается гипертония. Со стороны сердца проблемы. Здесь речь идет, по-видимому, о кардиофиброзе. Дальше атеросклероз. И скрытая, в общем-то, клинически почти непроявляемая интерстициальная пневмония. Ну, и артроз, который, в общем-то, по третьей частоте мы видим артроза. Ну, также кардиосклероз, пневмосклероз. Другие заболевания, которые показывает диагностика: аутоиммунный тиреоидит, миома. Миома есть в анамнезе. Энцефалопатия ишемическая, ну или по-другому у нас ее называют, у американцев ишемическая, у нас ее называют дисциркуляторная энцефалопатия. Подавляющее большинство гипертоников также болеют от этой дисциркуляторной или ишемической энцефалопатии. Ну и ниже мы видим остеохондроз, выпадение диска. Это то, что больная рассказывала о наличии грыж диска у нее. И смотрим ниже. Значит, по органам тела мы также увидим на первом плане щитовидная железа, кишечник, позвоночник, поджелудочная. Легкие здесь потенциальная, почему потенциальная? Это вторая частота потенциальная, потому что там проблема, в общем-то, есть, но она скрыта. То есть хантавирусный легочный синдром у больной проявляется поражением верхних дыхательных путей в первую очередь. Итак, смотрим ниже. Ну, здесь психические некоторые симптомы указаны, в частности тревожность. И, наконец, последний раздел — это онковирусы и онкологические угрозы. Ну, также неоплазия или опухолевый рост. Но я сейчас не хочу подробно комментировать. Здесь есть угроза. И если у пациента есть явное подозрение на онкологию, подтвержденное, то включаются показания конкретных опухолей, конкретных органов. И они расшифровываются более подробно. Здесь ниже мы увидим пояснительные таблицы. Ниже, еще ниже, мы увидим резонансные частоты,
модной заразы, скажем так, ее типы, а также список сочетанных показаний для данной конкретной диагностики. Это была общая диагностика. При желании или при необходимости можно сделать частичную диагностику, то есть взять только часть из таблиц расшифровки. Давайте теперь сделаем быстренько обзор методов лечения, которые я применяю. Эти методы лечения относятся к области нетрадиционной или, можно сказать, альтернативной медицины. Итак, сначала поговорим о методе Raptor Plus или радиоантипаразитарная терапия, осуществляемая рацией CB-диапазона с усилителем. Это метод боковых полос доктора Раймонда Райфа, американского гения, которым он излечивал своим оборудованием многие инфекционные и онкологические заболевания. Здесь в данном случае это модифицированный метод, потому что вместо лучевой трубки Райфа используется металлическая антенна. Также изменен диапазон частот, и в связи с этим перерасчитаны все боковые полосы. Это то, что позволяет с помощью резонанса разрушать возбудители заболеваний. Итак, здесь вы видите оборудование для Raptor Plus. Это устройство рация машина Райфа. Здесь внизу автомобильная антенна, которая обдувается двумя кулерами с двух сторон, и она прикреплена магнитным основанием к системному блоку компьютера. Дальше вы видите, это сама рация Voyager Commander Mini, под ней блок питания и над ней кулер для охлаждения. И здесь усилитель 100 Вт мощности, и вы видите под ним блок питания, и вверху и внизу кулеры установлены. Сразу говорюсь по мощности, что 100 Вт вполне достаточно для такого, в общем-то, комнатного лечения большинства вирусных инфекционных заболеваний, а в случае онкологии мощность должна быть повышена до 150-200 Вт. Антенну необходимо настраивать с помощью прибора КСВ метр. Эта модная зараза очень успешно лечится с помощью данного оборудования, что было проверено уже на целом ряде клинических случаев. Сама частота, даже 27 МГц CB-диапазона, она уничтожает сам этот вирус, этой модной заразы. А тем более, если эти частоты подобраны в резонанс тем показаниям, которые были получены в результате диагностики для конкретного пациента. Если речь идет о пневмонии, то применение устройства рация машины Райфа одновременно с медикаментозным лечением позволяет ускорить выздоровление от пневмонии примерно в 2, 3, 4 раза. То есть реально для выздоровления нужно всего лишь несколько дней. Метод Raptor Plus является лидером по эффективности среди моих методов и применяется при глубоких, запущенных и серьезных заболеваниях. Теперь поговорим о втором из методов. Это так называемый лазерный массаж. Для этого метода не нужно дорогого оборудования, потому что лазер — это лазерная указка с лучом зеленого цвета. Мощность лазерной указки должна быть 10 тысяч милливатт. Она обозначена, промаркирована буквами YL, которые должны стоять перед словом лазер 303.
И обязательно используется вместе с насадкой. Насадка «Звездное небо». То есть сам прямой луч не применяется. И есть одно предостережение. Категорически нельзя направлять луч лазера в глаза во избежание ожога сетчатки и возможной слепоты. Отмечено противовоспалительное, противоотечное, противоболевое и даже противоопухолевое действие. Начинаем с 5 минут сеанс, медленно перемещая лазер над больным участком поверхности тела. Увеличиваем каждым сеансом на 1 минуту и доводим до 10 минут. Однако самый лучший эффект получается при использовании 2 лазеров одновременно. Это может быть как одна зона, так и разные зоны воздействия. Друзья, проверено многократно, ни одного побочного действия, кроме как один раз повышение артериального давления, когда было преувеличено время первого сеанса, больше никаких побочных действий не отмечалось. Поэтому я вам и сказал, что время сеанса нужно повышать постепенно. То есть метод признан как полностью безопасный. Если, конечно, соблюдать предосторожность и не светить в открытые глаза. А также не злоупотреблять, и на одну зону воздействия не нужно слишком долго, непрерывно направлять лазерные лучи. То есть до 5 минут где-то на одну зону воздействия. Зеленый лазер лечит болезни, восстанавливая поврежденную ДНК. Красный лазер осуществляет перенос генетической информации, согласно академику Ряеву. С красным лазером будем работать несколько позже. Метод очень экономичный по стоимости и достаточно эффективный. Однако есть предостережение следующего типа. Для работы с другими пациентами с помощью этого метода лазерный массаж необходимы специальные защитные очки. Это вот такие вот очки. Для зеленого лазера это очки красного цвета. Если красный лазер, то наоборот зеленого цвета. Даже отраженный лазерный свет, он может быть вреден для глаз. Он может отражаться как от стен, от тела самого пациента, так и в еще большей степени от стекол или зеркал. Итак, работаем с зеленым лазером в специальных очках защитных красных. Покажу один из результатов. Это вот на моем лице. Здесь был большой невус, размером с примерно 10-копеечную монету. После обработки зеленым лазером, где-то, может быть, около месяца, полностью все исчезло и осталась только пигментация кожи. Подкачка своего организма с помощью зеленого лазера постепенно устраняет болезни и делает энергетику тела все больше, здоровье прибавляется. Есть еще одна интересная особенность зеленого лазера. Это такой, в общем-то, седативный эффект на центральную нервную систему. То есть в процессе лазерного массажа центральная нервная система успокаивается и возникает чувство, в общем-то, расслабления психического, чувства вхождения в медитацию. Теперь я вам хочу рассказать о третьем лечебном методе, который также эффективно применяю, и он появился еще раньше. Это так называемая аудиорезонансная терапия. Подробно вы можете прочитать на странице программы аудиорезонансной терапии в Фейсбуке.
Это специальные аудиорезонансные нейроматрицы, которые обладают, с одной стороны, сильным успокаивающим действием на центральную нервную систему, с другой, они построены по принципу биорезонансной терапии и с помощью резонансных частот воздействуют на заболевания и на патогены. Каждая программа идет по 30 минут. Каждые 2 минуты звучит определенная резонансная частота, которая меняется. Слушать необходимо в стереонаушниках. Есть целый ряд программ уже записанных и эффективно применявшихся. Они находятся в фонде программ. А также для пациента может быть разработана новая программа, как по протоколу частот биорезонансной терапии, так и индивидуально по результатам веб-диагностики. В любой момент можно заказать как одну из готовых программ, так и разработанную для пациента индивидуально. Скажем так, это не матрица Горяева. Матрица Горяева обладает преимущественно оздоравливающим действием. Здесь же конкретно лечебное действие по конкретным проблемам. Что касается популярной заразы, то это программа от инфекции антисептика, а также есть конкретные, уже сделаны 3 программы от этой заразы. Также могут применяться и другие программы по необходимости. Ко мне на терапевтический прием часто обращаются пациенты разными, скажем так, неудобными вопросами. Например, почему в одной и той же семье тесты на эту модную заразу у членов семьи разные, хотя симптомы одинаковые. И таких случаев уже, в общем-то, отмечен был целый ряд. Хочу ответить, что эта зараза есть практически у всех, но только в разной степени. То есть те, у кого тест отрицательный, значит уровень и количество этой заразы еще не дошло до той степени, чтобы эта зараза проявилась в тесте. Еще такой, например, вопрос. Почему у пациента пневмония или состояние после пневмонии, тест отрицательный, а симптомы все очень похожи на эту модную заразу? То, о чем я вам уже ответил. Когда проводишь веб-диагностику, то видишь, в общем-то, разные частоты и фрагменты тех или иных белков в той или иной последовательности, в той или иной комбинации. Практически поражены уже все. И лишь иммунитет сдерживает развитие заболевания. Кстати, об иммунитете. Мы все говорим слабый иммунитет, поэтому эта зараза уже переносится не первый, а второй или третий, или даже 4-й раз. А как определить слабый иммунитет, я вам уже показал. То есть по частотам иммунодефицита в веб-диагностике. И с помощью уже этих частот можно и воздействовать на иммунитет, и его, в общем-то, улучшать. А воздействие на частоты показаний, в частности вирусов, бактерий и соответствующих заболеваний, можно успешно лечить эти заболевания и избавляться от патогенов. По сатурации, измеряемой пульсоксиметром. Норма сатурации 95-98, больных этой модной заразой, ОРВИ, пневмонии и так далее. Часто показывают 99-100. Значит, что это значит? Это значит, что уровню кислорода крови, который в норме, прибавляются свободные радикалы, образующиеся при активном воспалительном процессе. И получается сатурация выше нормы 99-100%.